Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, и вы на канале Дмитриев Сад. Сегодня вы узнаете про выращивание овощных культур в контейнерах, как вырастить урожай, когда у вас не хватает места на огороде. Многие огородники сейчас выращивают различные овощные культуры в контейнерах. Почему вот эта направленность сейчас так популярна? Дело в том, что не у многих есть место на огороде для выращивания различных овощных культур. У кого-то очень маленькие участки, большой дом на участке стоит, просто нет места на огороде. Кто-то выращивает в отсутствии участка вот эти культуры у себя на лоджии, на балконе, где-то, может быть, на террасе и так далее. Разные случаи бывают. Ну и, конечно же, еще такое мнение, наверное, лично мое, почему в контейнерах популярно выращивание овощных культур, потому что ускоряются сроки созревания урожая. Ранний урожай можно получить. Почему вот в контейнерах получается ранний урожай? Дело в том, что прогревается хорошо вот эта емкость, в которой растет там томат, огурец, перец и так далее. Со всех сторон прогревается солнцем, тепло корневой системе, естественно, происходят быстрее ростовые процессы. Растение быстро растет, быстро зацветает, быстрее дает урожай. Тем более, что еще многие овощные культуры, те же томаты, огурцы, перцы, можно использовать и в таком декоративном озеленении, да? Где-то взяли корыца, большие такие контейнеры, посадили перчик, помидорчик какой-то посадили, где-то подбили там петунькой, какими-то еще цветочками, и такие вот интересные композиции получаются. На террасах часто вижу такое, особенно в городах, где-то в кафе, вот применяют овощные культуры в качестве и декоративных растений. Значит, какие контейнеры понадобятся для выращивания вот этих культур различных овощных? Значит, вначале возьмем томаты. Вот посмотрите, у меня здесь томатик растет. Это балконное чудо красный. Негабаритное растение. Высотой, от силы он может быть полметра, обычно ниже, сантиметров 30-40 высотой. Небольшие вот такие плоды. Есть балконное чудо вот красное, есть еще желтое. По габаритам такое же растение. Вот для таких томатов габаритной емкости не нужно. Если у вас будет емкость на 3 литра, этого достаточно. Вот для таких томатиков питание будет достаточно. Но если вы хотите выращивать томаты какие-то габаритные, да, индетерминатные, высокие, крупноплодные, конечно же, такой емкости будет недостаточно. Нужно выбирать емкости, значит, объемом 10-15 литров. В обязательном порядке любая емкость, неважно, это вот такая маленькая емкость на 3 литра, либо большой контейнер, должны быть с дренажными отверстиями. Если не будет дренажа, будет застой влаги, корневые гнили, и урожая вы не увидите. Второе, очень важное правило. Так же, как мы выращиваем рассаду перца, допустим, да, вот перчик, мы ее пикируем вначале в небольшой стаканчик, потом стаканчик побольше, потом высаживаем в открытый грунт. Нельзя взять сразу 10-литровый контейнер, либо 15-литровый, и вот этот маленький перчик в него высадить. Значит, почва будет там переувлажняться, закисляться, и растение зачахнет. Вот всегда нужно подбирать, значит, емкость по размеру растения. Значит, какие объемы? В принципе, объем вот этих контейнеров для перца, огурцов, томатов примерно одинаковый. 10-15 литров и дренажное отверстие. Вот это база такая. То же самое и для баклажанов. Для баклажанов может чуть поменьше, не 15, там, допустим, литров, 10 литров хотя бы, и все будет расти. Дальше, что еще в обязательном порядке нужно делать? Если мы растим вот эти овощные культуры где-то в теплице, в открытом грунте, естественно, там большой объем почвенный, влага, естественно, есть, при необходимости какие-то поливы, но корни проникают глубоко в почву и потребляет вот это питание. И то мы делаем какие-то подкормки. При выращивании овощных культур в контейнерах происходит по-другому. Растения быстро потребляют вот это питание. Значит, поэтому нужно делать соответствующий субстрат для заполнения вот этих контейнеров. Значит, как его делать? Основа такого субстрата – это раскисленный торф с добавлением перлита и обогащенный всеми макро- и микроэлементами. То есть должны присутствовать основные элементы питания в этом субстрате: азот, фосфор и калий, и микроэлементы дозированы. Лучше брать готовые варианты, профессиональные субстраты для овощных культур. Продаются они в магазинах, да, порой стоят они дороже, чем обычные субстраты такие непрофессиональные, но чем хороши вот эти профсубстраты? Они обогащены удобрениями
высокого качества. И самое лучшее – это субстраты с удобрениями пролонгированного действия. Зачастую осмокоты там чаще всего в них добавляют. Что это значит? Все питание из этих удобрений растения будут брать постепенно, и вот эти удобрения, которые есть в субстрате, их хватит на длительный период, практически на весь период выращивания вот этих растений в контейнерах. Далее, так как субстрат торфяной в контейнерах, он может очень быстро пересыхать, особенно летом, когда стоит жара. Его нужно немножко утяжелить. Значит, как это сделать? Допустим, берем 8 литров вот такого субстрата торфяного, вот с этими микроэлементами всеми, и добавляем 2 литра суглинка, вот суглинистой почвы. Все это перемешиваем и заполняем контейнер. Нет у вас суглинистой почвы, суглинка нету на участке, можно брать глину. Глину надо брать сухую, молотую, как порошок. Значит, сколько ее понадобится? 9 литров вот этого субстрата и 1 литр молотой глины. Вот это перемешиваем. И, конечно же, еще добавляем один компонент. Это вермикулит. Значит, опять же, сколько его добавлять? Слишком много не нужно, потому что будет накапливаться влага. Да, могут корневые гнили начаться. Но опять же, примерно 1 литр вот, вносим на 10 литров вот этого субстрата. Перемешиваем, и все, у нас все готово для посадки наших растений в контейнеры. В обязательном порядке еще нужно одну вещь делать. Это подкормки. Все равно, даже если есть пролонгированное удобрение добавлены, да, в период созревания плодов, перед формированием урожая растениям нужно усиленное питание, в особенности калийно-фосфорными удобрениями. Значит, чем кормим? В период завязывания плодов подкармливаем и огурцы, и томаты, и перец монокалий фосфатом, либо сульфатом калия. Достаточно сделать 2-3 таких подкормки. У огурцов может быть побольше таких подкормок потребуется, потому что более растянутый период плодоношения. Разводятся эти удобрения с водой, в сухом виде не вносятся. Берем столовую ложку на 10 литров воды, разводим и поливаем растения. Примерно раз в 2 недели. Дальше еще вот одна вещь, которую я рекомендую вносить все-таки при выращивании различных растений, значит, в контейнерах. Это не только могут быть овощные культуры, но и декоративные какие-то культуры, цветы, например, ту же петунию, которую выращивают в контейнерах. Есть вот такой вот биопрепарат, это закваска, значит, от Тутагра, мультибакт. Значит, в составе есть азотофиксирующие, фосфоромобилизующие бактерии, псевдомонады. И чем она хороша? Что она дает вот этим растениям в контейнерах? Вот эти бактерии помогают лучшему усвоению элементов питания. Вот. Лучше работает корневая система, и, естественно, еще есть защита и от корневых гнилей. Вот где-то перелили, где-то дожди сильные прошли, да, переизбыток влаги, должна быть защита от корневых гнилей. Если вот такой закваски нет, внесите хотя бы триходерму. Для кашпо это очень актуально, корневые гнили, поэтому не забывайте пользоваться биопрепаратами. Я все-таки больше выращиваю растения в открытом грунте, на грядках, ну, меньше ухода. Вот, хотя и живу в своем доме, но работы на огороде хватает, не хочется еще заморачиваться вот с этими контейнерами. Но если у вас есть желание, можете, конечно, выращивать различные овощные культуры, цветы и так далее, все в контейнерах. Ну вот такой ролик сегодня получился. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч.